Всем привет! Сегодня у нас расклад «Какое чудо произойдет с тобой в ближайшее время?». И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. Первый вопрос у нас для сигнификации, что сейчас в твоей жизни происходит. Все карты читаем парно. Ну знаешь, у тебя сейчас вот все понятно и без розовых очков. Ты выжата, ты насторожена, ты живешь в этом, на внутреннем автопилоте. Но при этом у тебя под носом идет довольно жирный шанс, который ты не до конца сейчас осознаешь. Ты знаешь, ты вот слишком долго держишься зубами в своей теме. Это работа или дело, которое ты уже, как говорится, в него вложилась нервами, энергией и так далее. И ты не даешь себе права на отступление. Ты знаешь, ты уже один раз обожглась, поэтому сейчас любую ерунду воспринимаешь как угрозу. Заранее ждешь, что опять пойдет все через жопу. Из-за этого ты не даешь себе нормально воспользоваться этим шансом, который реально идет тебе в руки. У тебя сейчас очень понятная возможность улучшить свои деньги, свое денежное положение, бытовое положение. У тебя на носу новая должность, ты знаешь уже об этом. Ну или подработка какая-то, да? За такое люди сразу хватаются. И это не иллюзия, это не какие-то пустые обещания, не манипуляция, нет. Это сейчас реально шанс, который приносит деньги. И знаешь, проблема в том, что ты подходишь к этому с головой, как будто ты все время ждешь подвоха. И сейчас ты себя так ведешь, как будто тебя хотят использовать, как будто тебя хотят обмануть, нагрузить. То есть ты не доверяешь. Ты тянешь, ты сомневаешься, 10-й раз уже это все проверяешь. Расслабиться не можешь. Никак. Знаешь, ты сейчас тащишь все сама. Не делегируешь, не просишь о помощи, не делишься, потому что ты уверена, что стоит немножечко ослабить свою хватку, да, все сразу рухнет. А по факту сейчас этап такой начинается, где твой труд, он начинает приносить деньги. Не обязательно деньги, а результат материальный. А ты тормозишь из-за своих страхов. Причем эти страхи, они из старины, не из старины, из прошлого, старые страхи. У тебя сейчас энергия, знаешь, какая? Додержаться еще чуточку. Хотя жизнь, она подкинула тебе этот шанс, чтобы не держалась ты из последних сил, а нормально встала на ноги. Поэтому сейчас, ты знаешь, как происходит? Ты забыла, что тебе уже можно не выживать и свое забирать. Если продолжишь смотреть на все как на угрозу, да, то ты сама себе обрежешь очень хороший шанс, который уже пришел, и он пока еще никуда не убежал. Какое чудо произойдет с тобой? Знаешь, по картам у тебя, тебя вывернет из твоего этого подвисшего состояния и шандарахнет очень честным, ясным, теплым счастьем, там, где ты уже рукой махнула на все и решила, как говорится, просто терпеть. Сейчас у тебя есть такая тема, в которой ты как будто согласилась жить не так, как тебе хочется.
а так как вот, как сказать, там, где терпеть надо. То есть ты цепляешься за выжидание. Вечно откладываешь все, крутишь одно и то же в голове. И живешь в режиме паузы, как говорится, ни туда, ни сюда, и сбоку этот бантик. Все оцениваешь, ты жертвуешь своим временем, своими желаниями, лишь бы не рыпнуться вперед резко. Это вот знаешь, как у меня в голове. Давай я тебе картинку лучше опишу, потому что не знаю, как это выразить. Вот смотри, закрой глаза, да, чтобы ты мою картинку увидела. Ты стоишь, у тебя вокруг только пустыня. И жизнь тебе говорит, ой, жизнь, говорю, судьба. Смотри, вон там оазис, там есть вода, там есть там люди, как говорится, да, ну такого не бывает, что люди в оазисе очень часто, да, но вдруг, вон вода как минимум, а ты пить хочешь до усеру, прям не можешь, ты в пустыне. И тебе вот судьба показывает, вон, ну посмотри ты направо, вон этот оазис. А ты такая, я не верю. Это все мираж. Но жизнь тебе говорит, не мираж это, ты чего? Вот, подойди хотя бы чуть-чуть, вот, ну хотя бы вот пройди там 20 шагов, и ты увидишь, что это не мираж. А ты говоришь, нет, это мираж, даже пытаться не буду. Вот такая у меня картинка. Просто я не знаю, как это тебе сказать в форме расклада. Но это так оно и есть. Понимаешь? И какое чудо тебя ждет? Ты вот выйдешь из этого состояния. А у тебя сейчас состояние «я должна», как говорится, в пустыне в этой стоять, терпеть и молчать. И вот придет вот это состояние, я могу жить нормально, я могу там радоваться без вот этой постоянной тревоги, то есть пойти к этому оазису. И тут не про то, что тебе кто-то там сверху подкинет халяву, нет, ни в коем случае. Это про то, что в твоей жизни очень четко оформится результат твоей внутренней работы, которую ты уже сделала. И правда всплывет, маски спадут. Сомнений не будет больше вот идти или не идти к этому оазису. То есть у тебя появится ощущение, что вот вода есть, да, ты пить хотела, я напомню. Воздух чище стал, не вот этот вот, как сказать, сухой и обжигающий в пустыне, да, а вот этот с нормальной влажностью, так скажем. Я не знаю, как тебе это объяснить, но я тебе картинку в своей голове описал. То есть ты пойдешь к этому оазису, и ты не будешь висеть в этом ожидании, а что дальше? У тебя появится вот это ощущение, как сказать, детской чистой радости, от которой не нужно защищаться. Люди к тебе теплее относиться начнут. Ты просто увидишь, что тебя реально ценят. Не за удобство, не за жертвы, а вот за тебя живую. И это не будет какой-то тонкой там, как сказать, иллюзией, да? Это будет прям физически ощутимый период, когда в твоей жизни станет вот светло, стабильно, воздух с хорошей влажностью и вода рядом. Понимаешь? Ну, я не знаю, как тебе сказать вот эту картинку, сказать вот необразно. Ну, я тебе описал картинку в своей голове. Что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, у тебя какая-то дохлая история есть, которая тянется за тобой вот уже очень долгое время. Объясню, что у меня в голове. Это немного будет, конечно, странно, ты скажешь, дед, ну что у тебя вообще в голове творится? Ну вот смотри, по картам у меня сейчас в голове, что ты вот идешь вот по этой пустыне, но не просто, а у тебя еще привязана веревка сзади, и там дохлая кошка, извини меня, за тобой тянется. Это вот картинка в моей голове про тебя. То есть вот
тебе нужно перестать вот эту дохлую историю за уши тянуть с веревкой на привязи и сделать конкретный взрослый шаг, который давно ты в себе носишь. Но ты откладываешь, потому что жалко, потому что страшно, потому что ты привыкла терпеть. Вчера у тебя, как сказать, вчера у тебя был комментарий, а я напомню, все расклады для тех, кто оставляет обратную связь. Вот у тебя был такой комментарий, который о многом сказал. Ты в жертве. Ну, ты скажешь нет, нет, а ты в жертве. У тебя есть вот это «я хочу страдать, я хочу страдать». Нет, не так даже, не страдать, вот как сказать-то? Не страдать, а вот я приношу себя в эту жертву. Я ничего делать не буду, просто я буду страдать, потому что мне это нравится. Понимаешь? И вот это не нужно, не надо. Вот весь расклад, хочется сказать, не делай так. Понимаешь? И что делать? Ты впустую сливаешь энергию свою на вот эти пострадашки. Понимаешь? И смысл в том, что тянуть дальше эту кошку, которая к тебе привязана, это эфемерно, я говорю. Это прямое предательство себя. Тебе вот нужно повернуться и уйти. Без истерик, без криков, без демонстраций, без вот этой жертвенности, которую ты холишь, лелеешь и нежно целуешь в засос. А нужно тихо, уверенно и с таким чувством: я свое вот здесь уже все сделала, мне хватит. И там появится потом после этого очень важная поддержка. У тебя за спиной стоит твой род. Твой вот, как сказать, самый сильный и адекватный хранитель рода. Это не ангелочка образ, нет. Это реальная опора. Старшее поколение. Человек, который тебя любит по-честному, дает тебе силу, землю под ногами. Понимаешь? Ты не одна, кто вот ломится в пустоту. Ты опираешься на конкретный фундамент, который уже есть. А это что у нас? Там знания, связи, ресурсы, энергия, деньги, да? Семья, дом. Понимаешь? Ты сделаешь шаг из вот этого старого болота. Не в никуда, а в нормальное взрослое состояние, где ты выбираешь то, что тебе выгодно, то, что тебе стабильно, то, что честно и ценно. Не надо пытаться всех спасти. Никого не надо тянуть за собой. Не надо объяснять, не надо оправдываться, не надо ждать, что кто-то там извне одобрит это все. Ты сама себе хозяйка. А твой род и твой старший в поколении, они право тебе дают так жить, как ты хочешь, и прикрывают тебя. Знаешь, сейчас тебе нужно заканчивать все, что тебя жрет, все, что тебе мешает жить. Хвосты закрывай. Забирай свое и двигайся к этому оазису уже. И тут вообще нет, я не сказал ничего про риск. Понимаешь? Это не про риск, это вот про нормальный зрелый поступок. Уйти от того, что умерло уже вот для твоего, как говорится, роста. И пора вперед идти, а не вот это вот жертвенность, я страдаю, мне не резонирует, ой, сегодня все мимо. Ты уже поняла то, что я про тебя. Напомню, все расклады для тех, кто вчера комментировал. Завтра будут расклады для тех, кто сегодня оставляет обратную связь. Давайте перейдем ко второму варианту.
двоечки. Напомню, сегодня расклады для тех, кто оставил вчера обратную связь. А завтра будут расклады для тех, кто оставил обратную связь сегодня. Так, двоечки, что сейчас в твоей жизни происходит? Ну, знаешь, тут у тебя картинка вот другая. Ты в историю вляпалась, где ты сама затеяла новую тему, а потом ты саму себя жрать начинаешь за каждый шаг. И это уже не капризы, нет, это у тебя системная привычка загонять себя вот прям до слез. Ты себя загоняешь. Ты вот схватилась за идею, новое направление там на работе и так далее, дополнительное образование, новое ремесло, неважно. Короче, штука, где ты можешь вырасти и показать себя по-другому. И ты загорелась этим так, что даже ночью в телефоне вместо того, чтобы спать, ты до часу ночи ищешь информацию, там список составляешь, планируешь. То есть планируешь, как выскочить из болота, в котором ты до этого торчал. И знаешь, это реально стоящая идея, не блажь какая-то. Но параллельно вот этому всему ты сама себе делаешь подножку. Ночью лежишь, крутишь в голове каждый косяк, вспоминаешь все свои провалы, которые были, ошибки, которые были. И вот, знаешь, вот вместо того, чтобы делать то, что я тебе советую, то есть просто шагнуть вперед, выдохнуть и дальше двигаться, нет, ты устраиваешь себе вот этот внутренний допрос пристрастия. Ты знаешь, ты не даешь себе права быть в этом начале пути. Ты уже с порога требуешь от себя результат, как у людей, которые 10 лет этим занимаются. Ты хочешь сразу и всего, вот так скажем. Из-за этого ты уставшая, нервная, снятся плохие сны, а то и вообще не высыпаешься. И накручиваешь себя вот это вот карусель, это радость для нас. Прокатись на еешней карусели. Слово еешня в кураптоновском языке есть. И сейчас ты вот реагируешь на любую мелочь. Одно замечание на работе, ты уже накручиваешь, что ты тупая. Не успела что-то по дому, думаешь, что все рушится. Знаешь, честно скажу, давай я не буду юлить, ты сама себе сейчас главный враг во всем. Вот у тебя сейчас вокруг вообще врагов нет. Вот нету вообще ни злопыхателей, ни вот этих вампиров энергетических, никого. Ты сама себе сейчас главный враг. Не потому, что у тебя жизнь ужасная, нет, а потому, что ты воспринимаешь каждую задачу как экзамен, где вот тебе кто-то влепит двойку и выгонит. Из класса, я имею в виду. Ты даже радоваться себе нормально не даешь. Как только у тебя что-то получается, ты уже находишь, за что себя покусать. И вот давай вот честно. Сейчас физически ты уже чувствуешь последствия. Голова болит, сон сбит, а желудок, как говорится, сжимается, и настроение у тебя как у этой биполярницы. Сейчас все хорошо, через 30 минут все плохо. Ты как скорпион как будто. Я не знаю твоего, кто ты по гороскопу, но такое ощущение, что ты или скорпион, или овен. Не дай бог, конечно. Простите. И при этом вокруг тебя никто тебя так жестко не оценивает, как ты сама. Людям вокруг насрать. Люди заняты своими. А ты цепляешься за мелочи, забывая, что вообще что-то там делаешь. Понимаешь? Сейчас у тебя такая точка, где вот одна часть тебя, она хочет бежать, вперед, я имею в виду, что-то пробовать, что-то делать, а другая
на тормоз давит вот этими страхами, что ты там и облажаешься, испортишься, над тобой посмеются, денег не хватит, все увидят твои слабые места. И вот эта вот карусель, она раскручивается и раскручивается. Причем тебе на ней страшно кататься, но ты сама же эту карусель сильнее раскручиваешь. И вот пока ты сама с собой воюешь, сила от этого импульса жить по-новому и двигаться дальше, она, пока еще никуда не делась. Она живая. Но она забита твоими истериками в голове. У тебя сейчас запущен уже важный процесс обновления, но ты его превращаешь в пытку, потому что ты ждешь от себя идеальность. И заранее видишь катастрофу там, где, как говорится, просто рабочие сложности твоего старта. А как по-другому тебе сказать? Никак. Какое чудо произойдет с тобой в ближайшее время? Знаешь, это чудо не в плане, типа, чемодан денег упадет. Нет. Это твоя голова начнет раскрываться, твои мозги, так, что вот вылезет вся вот эта муть, которую ты годами давила. И на вот этом фоне ты увидишь конкретную дорогу, куда тебе идти. Нет, не к деду картошку копать, ни в коем случае. Сейчас, знаешь, ты живешь в ощущении, что вот все зыбко, да? Ты себе не веришь. Не то, что другим, да? Ты себе не веришь. Ясности нет. Ты у себя в голове придумываешь самые хреновые сценарии. А вот в чем чудо? В том, что вот эта вся наслоившаяся внутренняя дичь, я бы назвал, она перестанет быть непонятным фоном и превратится в четкую дорогу, в четкий сигнал. С тобой момент случится, когда ты вот буквально словишь состояние, типа вот знаешь как? Так, я больше никому ничего не доказываю, я выбираю то, что мне дает, как говорится, живость, живые эмоции, а не статус для галочки. Ты столкнешься с такой ситуацией, где тебе будут пытаться вешать лапшу на уши, продавать красивые обещания, требовать, чтобы ты подстроилась, чтобы была удобной. И ты на это посмотришь и поймешь, что это вообще не твое. Ты перестанешь верить в чужие сказки про идеальную работу, про идеальные отношения. Типа вот надо потерпеть ради стабильности. И у тебя просто щелкнет. Единственное, что реально, это внутренний интерес и то направление, где ты чувствуешь себя живой, а не вот этой выжатой, униженной и так далее, как сейчас. Тебе потому что кажется сейчас, на данный момент, что вот вариантов много, и ты теряешься, не знаешь, за что схватиться. Так вот, чудо в том, что вот этот бардак в голове, он сам схлопнется до одной четкой дороги. Ты увидишь конкретный образ своей жизни, в котором ты не ходишь кругами, не играешь роль удобной, да, не терпишь то, что тебя ломает. А потому что ты сейчас, я знаю, ты сейчас терпишь то, что тебя ломает. У тебя, знаешь, куча отговорок для хреновых людей. То есть ты их оправдываешь в своей голове. Всех. Но ты это не применяешь к самой себе. Для тебя ты не идеальная. А вот они лучше знают. Вот у тебя во всем так, я имею в виду. Это не просто эфемерное какое-то, это буквально. Ты всех гадов, извини меня, оправдываешь, а в голове это со мной что-то не так. Понимаешь? И у тебя щелкнет в голове. Чудо как раз в этом, что в ближайшее время ты, как сказать, словишь инсайт, понимание, да, по-другому. Что тебе мало жить в режиме, лишь бы не развалилось. А то, что ты хочешь по-настоящему красиво жить полной этой грудью, как сказать, дышать полной грудью.
и честно для себя. Это желание, оно станет не фантазией, а внутренним решением. Вся твоя тревога, которая вот тебя сейчас мучает, она переедет в энергию выбора. И ты на фоне вот этой ясности, на фоне вот этого инсайта, ты больше не будешь покупать иллюзии. Ты увидишь реальность без вот этого дешевого глянца. Понимаешь? Что делать, зная все это? Ну смотри, хватит ныть. Хватит дергаться, собраться пора. Расписать свое движение, начать действовать. Спокойно, но упрямо, как будто ты вот сама с собой контракт там о продаже души заключила, да? И чтобы душа не ушла, ты этот контракт должна выполнять каждый день. И берешь вот эту самую идею, которая у тебя уже созрела и вычистилась от всей вот этой иллюзорных сорняков, шелухи. И начинаешь работать по-взрослому, шаг за шагом, шажочек за шажочком, без истерик, без беготни туда-сюда, без вот этих скачков настроения. А ты же меня тоже хаяла. Да, хаяла. Типа, ладно, не скажу, но хаяла ты меня. Потому что у тебя это, так сказать, зеркало на меня. Вот как объяснить-то? Ты зеркалишь свое состояние на меня, хотя ты меня даже не знаешь. Ты не знаешь, что я за человек, что я люблю. У тебя свое эфемерное понимание меня. И, соответственно, у тебя в голове, там, например, деда обидели. Или еще что-то. Что делать, я уже сказал. Потому что все твои ресурсы, то есть время, энергию, внимание, деньги, ты направляешь в то, что принесет тебе нормальный результат. И чувство, что ты хозяйка своей жизни. Сейчас ты жизнь, знаешь, как даришь под управление. Вот как объяснить? Ну, как сказать-то? Забыл слово. Старость стал. Как вот это слово? Ответственность. Ответственность передаешь всем за свою жизнь. Сама не хочешь думать. Ты не должна играть в скромницу, которая боится попросить там достойные условия. Да, или там достойную цену своим вот услугам. Прямо и спокойно заявляешь, чего ты хочешь. Нормальной оплаты, нормального отношения к себе, нормального уровня жизни. И если видишь, что где-то тебя обесценивают или используют, ты истерику не устраиваешь. Ты просто убираешь оттуда свою энергию, переносишь ее туда, где она будет расти. А какой образ у меня в голове, тебе тоже расскажу, объясню. У меня сейчас в голове ты в пустыне пытаешься посадить цветочек, но его ты не поливаешь, ничего, а просто вот в песок горячий втыкаешь. А нужно ж поливать и так далее. Тогда проекты будут твои двигаться. И дома будет уютно. И ты не живешь в позиции «я девочка на подхвате». Будешь жить в позиции женщины, у которой все под контролем не на словах, а вот реально, в реальных результатах. Поэтому не тормози, в жертву себя не бросай, потому что это твое любименькое. Это знаешь, вот как девочка вчера написала, я не скажу, это ты или не ты, но одна девочка написала: ну, а что я могу, дед, поделать? Как я могу этого мужика бросить? Ну, она не так написала. Это я уже своим говорю, да, как я понял. Как я его могу бросить? Это же плохо и так далее. Я говорю, ну, у меня даже слов нет. Жертвенность. Почему вы, девушки, себя в жертву отдаете кому-то? Вот почему, я вообще не понимаю. Люблю я его, да? Люблю, поэтому я разрешаю об себя ноги вытирать. Это ты не писала, это я так знаю уже про тебя.
по картам. Так, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Напомню, сегодня расклады для тех, кто вчера обратную связь оставлял. Завтра расклады будут для тех, кто оставит обратную связь сегодня. Что сейчас в твоей жизни происходит? Ну, знаешь, это сигнификация карты «Читаем парно». Ну, знаешь, вот как сказать, у тебя период сейчас, когда вот жизнь у тебя включила турборежим. И у тебя даже не спросила, готова ты или нет. И ты сама это все спровоцировала. Ты вкинула идею, дала согласие, открыла рот в нужный момент, показала себя. И тебя тут же нагрузили делом, которое реально способно вытащить тебя на новый уровень. Но вместе с этим на тебя свалился поток задач. Поток звонков, срочных дел, вот этих, как забыл, дедлайнов. И ты уже сейчас поймала пару раз себя на мысли, а куда я вообще лечу-то? С завязанными глазами, куда ты летишь? Ну ты не сидишь без дела, нет, ты наоборот сейчас в активной фазе. Новые договоренности, новые там переписки, встречи, все быстро, все летит, без пауз. Ты принимаешь решение сразу, не раскладывая все по полочкам. И у тебя сейчас внутри, знаешь, я не знаю, как объяснить, но вот и восторг, и раздражение, и перемолото это все в однородную массу. Вот у тебя так. То есть, с одной стороны, наконец-то пошло движение, люди начали реагировать, с тобой хотят говорить, к тебе тянутся, и ты видишь вот этот отклик. Деньги начинают намечаться. Прям вот ощущение, что ты не в болоте. А с другой стороны, у тебя постоянное напряжение, потому что ты боишься профукать вот эту волну, вот этот темп. Боишься отпустить хоть что-то, чтобы не просесть. Из-за этого ты хватаешь все подряд. Ты отвечаешь всем, тянешься за каждую возможность, соглашаешься на все. То есть ты спешишь. Понимаешь? Еще и других подгоняешь. И вот ты чувствуешь, что вот этот период, он вот, как сказать, такой старт, после которого назад дороги нет. У тебя в итоге... Извиняюсь. И в итоге у тебя, как сказать, ощущение, что ты в ту самую точку попала, которую давно хотела. Просто вот все слишком быстро идет. Но ты не сливаешься, наоборот, как говорится, дров в топку поддаешь. Разруливаешь сразу несколько задач, отвечаешь на вот эти сообщения, решения принимаешь и так далее. И у тебя мысль проскальзывает, что ты перегружаешься уже. Но когда эта мысль появляется, ты тут же себя обрубаешь, потому что ты не хочешь, чтобы шанс, как говорится, мимо просвистел. То есть у тебя сейчас фаза такого резкого старта. Какое чудо произойдет с тобой в ближайшее время? Ну, знаешь, у тебя чудо не такое, что вот что-то прилетит, да, как халява, приди. А в том чудо, что ты выберешься из нервной каши, в которой ты долго жила. И делать будешь это ровно, грамотно, без истерик, без срывов, то есть со стержнем внутри. Понимаешь? Ты забираешь свое сейчас. Соберешь свои вещи в прямом и переносном смысле
и выезжаешь из прошлого формата. То есть привычной токсичной связи, от неудобного коллектива, от бытового ада, от отношений, где тебе приходится обиды проглатывать. И вот это важное чудо, оно в том, что ты перестанешь жить на таком уровне, как сказать, вот терплю, потому что страшно. И начнешь на себя опираться. У тебя, знаешь, какая-то уверенная твоя позиция придет. Я так решила, потому что я знаю, что я тяну. Вот как объяснить там? Знаешь, то есть чудо в том, что ты вырулишь к более ровной, адекватной реальности, где нет хаоса, а в голове больше опор на свои силы. Нет, ты не ломаешь себя, нет. И на горло себе не наступаешь, нет. Ты знаешь, ты как будто начнешь свои границы беречь. Но не как обиженный подросток, да, а как взрослая женщина, которая знает свою ценность. И что важно, у тебя получится не просто сбежать от проблем. А ты уже поняла, да, на что я тебе намекаю? Ты выстроишь вот эту всю ситуацию так, что тебя начнут уважать за твою позицию. Орать-то не будешь, доказывать чего-то не будешь, оправдываться тоже не будешь. Ты, знаешь, ты сделай шаг, который покажет, что вот я себя держать в руках умею, я не сливаюсь, и я решаю, как мне жить. И это заметит. Тем более тот, от кого ты уйдешь. Да, я намеками, полунамеками тебе говорю. Что тебе делать, зная все это? Хватит ныть. Тут соплей не нужно вообще. Тебе сейчас умно и честно не со всеми нужно действовать, а с самой собой. Понимаешь? У тебя вот этот процесс запущен выхода на более нормальную жизнь. Так вот, твоя задача не сливать его, вот этот шанс, только потому, что тебе там неловко кого-то обидеть, или ты боишься, что о тебе подумают после того, как ты его уйдешь. И тебе, знаешь, сейчас нужно вот четко выстроить линию своего поведения. Не рассказывать всем подряд свои планы, не сливать свои идеи людям, которые потом воспользуются твоим трудом и на твоем горбу выезжают, как раньше. Не оправдываться за то, что ты хочешь для себя более удобных условий. Знаешь, это вот как сказать, ты же не рабом устраивалась, так ведь? И в итоге ты выбираешь, с кем ты, где ты, что ты делаешь, и делаешь выбор не из жалости и не из привычки, а по сути. Кто реально твой человек, кто реально поддерживает, где есть уважение, где есть нормальный взаимообмен. Вот там и остаешься. Понимаешь? Где тебя используют, там аккуратно и без шума сворачиваешь свою активность в узелок, как ежик в тумане, да, и уходишь в туман. Только этот туман, он вкусный. Вот я не знаю, как по-другому сказать. То есть это не в никуда. Понимаешь? И не играй роль удобной. Не тащи на себе чужие тараканы. Не соглашайся в жизни наполовину. Не в твоем случае. Понимаешь, как сказать, не флиртуй с прошлым. Понимаешь, варианты запасные не держи. На двух стульях не сиди. Четко определись, с кем ты и что ты строишь. Понимаешь? В работе не нужно тащить чужие обязанности. Не закрывай чужие косяки. Спокойно берешь свое и отвечаешь только за свое. В отношениях говоришь честно, чего ты хочешь, и не соглашаешься на крошки. В дружбе отсеиваешь тех, кто приходит только поныть. Или там слить на тебя свой вот этот мусор внутренний.
Все, ты уходишь от говна, вот такое чудо происходит. Я не знаю, как по-другому сказать, но как есть своими словами сказал. На этом все. Подписывайся на канал Джемяк и на колокольчик. И помни, что я с тобой рядом.